и береги в груди ответ. Бабушкин совет: держись, держись. Бабушкин совет: люби, люби. Если мир ломает кисть, не ломайся, а живи. Бабушкин совет: иди, иди. Даже если снег в лицо, ты мне шепчешь из тишины: все пройдет и все хорошо. Привет, мои дорогие сестрички, ведьмочки. Давайте с вами сделаем расклад. Но это не совсем расклад, это медуизм. Мы сейчас будем спрашивать совета с того света. И я решила разделить это гадание на несколько, для того, чтобы сделать вот таких очень много карт, чтобы вы могли выбирать. И у нас это будет совет с того света от покойной бабушки. Если у кого-то бабушка покойная или прабабушка, вот кто-то дальше пошел по роду, то можете загадывать, да, бабушка, прабабушка. Потом мы погадаем с вами на дедушку, прадедушку, для того, чтобы вот по мужской линии, что будет идти, да, и сделаем еще гадание, совет с того света от кого-то родового. То есть это будет от рода. То есть кто придет от рода вашего, дадим возможность, скажем так, выговориться. И у нас будет помогать в этом колода Таро. Это зомби Таро. Здесь мертвые и живые. Оно для этого, девочки, подходит. И я не буду Таро все-таки где-то менять. Но вот сейчас будет от бабушки. И у нас 4 варианта. Можете загадать от бабушки, или от прабабушки, или кого-то дальше, да, по женской линии. Можете кого-то конкретного загадать или просто сказать, да, мой совет от покойной бабушки или мой совет от покойной прабабушки. И давайте смотреть первый, второй, третий, четвертый вариант. Ну, тут даже я бы без вариантов гадала, но для того, чтобы мы могли с вами опереться, да, на что-то, опереться хотя бы на Таро. Выбирайте, пожалуйста. Вспомните кого-нибудь из своего рода, бабушку, прабабушку, по женской линии кого-нибудь. И давайте посмотрим, кто придет к вам, что они хотят передать. Это, конечно, будет более общее такое, да, но может, когда мы делаем медуизм, иногда такое идет, что я не понимаю, а вы понимаете. Ну что, смотрим. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Смотрим. Итак, открываем первый вариант. Совет с того света от покойной бабушки. Император. Она очень смотрит на то, какие люди вокруг тебя и что они к тебе приносят. Особенно она смотрит на мужчин вокруг тебя. Обращает внимание на мужчин, которые приходят в твою жизнь. Очень ей хочется, чтобы это был хороший мужчина. Двойка хазардов выпала. Она переживает, действительно переживает, девочки, за вас и вашу связь с мужчиной. Поэтому, если вы чувствуете, да, что вам, если вы в паре с мужчиной, будьте осторожны, потому что здесь бабушка тоже переживает за вас, именно за то, в каких вы отношениях находитесь. Она бы хотела, да, чтобы вы побольше так фильтровали. А еще двойка хазардов, это говорит о том, что желательно, чтобы вы носили какой-то амулет, колечко, амулет или вот, ну, что-нибудь такое, которое связано с памятью про эту вашу бабушку, прабабушку, которую вы здесь загадали. И имя, может быть, ее как-то там произносили почаще, или обращались ей в мыслях, или говорили, чтобы она вас защитила от чего-то, потому что она действительно, как-то, знаете, хочет участвовать в вашей жизни. Она, девочки, все слышит, то, что происходит вокруг вас, все разговоры знает и все остальное. И любит вас, королева кубков. Это вы выпали. Она вот на вас смотрит. Она очень близко к вам находится. Вот кого вы здесь загадали, это дух, который очень близко к вам. И этот дух действительно вот прям считывает эту информацию по-цветному. Я даже вот прям, можно сказать, ее глазами вижу, что вокруг вас, да, и оно все цветное, в цвете мне, да, голоса какие-то, она про вас очень заботится. Может быть, недавно умерла, а может и давно умерла, но очень связь у вас не потеряна, она есть. Но она за вас тревожится,
Она тревожится за то, чтобы вы не скучали по мужчинам, которые недостойны вас. Тройка хазардов и пятерка кубков. Я тревожусь за то, чтобы ты не печалилась о том, кто тебя недостоин. Она говорит, что у тебя еще открыты твои любовные пути. Ты еще можешь выбирать, и дорожки у тебя открыты. И я, дорогая, с тобой по этой дорожке иду. И я даже кого-то хочу тебе нового присоветовать. Девятка кубков и четверка кубков. Она вам еще показывает в сторону, да, чтобы вы на кого-то посмотрели. Десятка хазардов, это опять она вот в тревоге какой-то. Верховная жрица выпала. Почему ты так о ней тревожишься? Типа, потому что я не хочу, чтобы ты далеко уезжала. Луна. Ты можешь уехать в не очень хорошую поездку для себя. Короче, если тебя будут звать в другую страну, в какое-то другое путешествие, твоя родовая бабушка, прабабушка, она не очень хочет, чтобы ты куда-то ехала, тревожится за тебя. Да, а что еще? Пятерка костей. А что еще? А кто это хочет? Скажи, бабулечка. Она боится, чтобы тебя не обули, чтобы тебя именно мужчина не разул. Идет мужчина с двумя мечами и пятеркой мечей и иерофант. Бабушка переживает. Вот смотри, пятерка мечей, пятерка костей. Кости это то, что ты имеешь, да, а иерофант это тот, который у тебя что-то забирает. То есть она боится, чтобы тебя что-то не отобрал какой-то мужчина, чтобы твое не отобрал какой-то мужчина. Почему ты еще так боишься? Говорит, а потому что ты еще больше будешь получать. Вот ты когда... О, одни кости выпали. Она говорит, то, что ты когда одна, или ты в хорошей паре, у тебя получается очень хорошо и деньги зарабатывать, да, и ты при деньгах все время. А как только вот рядом с тобой какой-то мужчина, который типа, знаешь, такой супер душевный, но все время тебя куда-то зовет в какие-то темки, переезды и все остальное, вот это не твой мужчина, и бабушка по этому поводу переживает. Девочки, то, что выпало, то я вам и говорю. То есть, может, оно оно может не касаться вас прямо в этот момент, да? Но желательно, чтобы вы все-таки вот это как-то запомнили, хотя бы это на ближайшее там полгода, да, вот это гадание, чтобы помнили, что вам ваша родовая бабушка либо прабабушка, да, вам вот это вот присоветовала. Возможно, вот, но так как она вот в свете очень сильно предстает, да, такое ощущение, что она все-таки, если вы вдруг будете какую-то реально совершать ошибку, что она вам все-таки явится во сне, будут какие-то такие знаки, да, то есть обратите, пожалуйста, на это внимание. Вторую карту давайте откроем. Совет с того света от покойной бабушки. Она тебя называет либо, как-то, знаешь, любимка, любка, каким-то очень добрым словом, таким, знаешь, с любовью связано. Как-то она, какое-то слово у вас между вами есть, такое, знаешь, оно не особо похожее, чтобы так говорили, но очень много добрых слов к тебе идет. Любит тебя. Она говорит, я давно пропала. Пропала из-за того, что мужчина был в моей смерти виноват. Но просто он мне эту жизнь укоротил. Так бы я бы больше прожила. Но его тоже уже нету на этом свете. С кем-то она, знаешь, вместе лежит. С кем-то, кто рядом с ней лежит, она того и виноватит. Типа, больше бы пожила. Ну, а что ты хочешь своей передать по роду внучке, правнучке, та, которая тебя тут загадала? Люблю тебя очень, говорит. Но выразить эту любовь никак не могу. Пятерка кубков и пятерка хазардов. Люблю, но не могу тебе больше этой любви показать своей. Мне сейчас такой какой-то запах пошел, знаете, как маленьких детей. Запах молока какого-то. Вкусностей каких-то, знаете, такое пошел. А что ты бы ей хотела сейчас сказать? Совет какой-нибудь дашь ей сейчас? Говорит, я помню тебя маленькая. И все на этом.
Как маленькая тебя помню, и ты для меня не выросла, как такая была маленькая, так маленькая и осталась. Показывает мне рост, так вот, знаете, рукой от пола, как будто, знаешь, рост какой-то твой показывает. И что? Почему? И еще что-нибудь скажи. Говорит, что тебе надо жить именно так, как ты считаешь нужным, чтобы с тобой никто не руководил. Если тебе будут, знаешь, там, мама, там еще кто-нибудь из живых людей говорить, как тебе жить, на что тебе деньги тратить, и куда тебе ехать, куда не ехать, какие бы это добрые советы не были, это все не твое. Ты потом все равно своим путем пойдешь. Она говорит, как бы ты сейчас ни шла, ни мыкалась, ты все равно станешь на свою дорогу, а твоя дорога очень богатая. И потом через много лет ты еще будешь жалеть, что ты раньше этой дорогой не пошла. Будешь мои слова типа вспоминать, что этой дорогой не пошла с самого начала. И очень много каких-то любви. Как будто, знаете, какие-то такое ощущение, что она как много вот мне каких-то таких слов добрых, и как пишет, как открытки какие-то. Знаете, вот как будто очень много всего такого хочет вам как открыток. Много-много передать, и слов таких добрых, такая моя дорогая, моя любимочка, мое солнышко. Такое, знаете, все ласковое очень идет. Очень много ласки. Сила. Она говорит, ты еще до конца не раскрылась. Тебе еще лет 8, в эти ближайшие 8 лет ты раскроешься. Побогатеешь, говорит, в эти 8 лет. Побогатеешь. Дойдешь до какого-то такого статуса, когда тебя как-то будут называть. А когда дойдешь до этого статуса, потеряешь каких-то других родственников своих. Получишь деньги и статус, но потеряешь каких-то родственников. Но потом ты поймешь мои слова. Сейчас ты их не понимаешь. И опять слова любви тебе, любовь. Как-то так, знаешь, любит тебя. Она на тебя смотрит, вот прям такие, знаешь, глаза, такие любящие, да? Красивые глаза у нее. Любит тебя очень сильно. А еще что-нибудь с того света передашь ей? Что надо передать? Она говорит, вот своим путем иди. Если бы я, Любочка, жива была, я бы тебе помогла, подсказала. Но ты идешь к своей фортуне. Главное, никого не слушай, а слушай только себя. И тогда у тебя это колесо фортуны будет, и деньги будет. И она говорит, попомнишь мои слова, попомнишь мои слова. Все, 21-й старший аркан, выпал мира. Вот она говорит, как попомнишь мои слова, и очень много ласковых слов тебе говорит, и смотрит на тебя так ласково, да. Девочки, я вам серьезно говорю, что-то интересное такое сбудется, но такой вот момент, вот прям если резюме какое-то подводить, вот что я, например, услышала, да, из этого расклада самое важное, что она говорит, что возле тебя как кто-то говорит, как тебе жить. И это женский голос такой, да, вот делай это, делай то, вот надо это. И этот голос говорит. Но он на самом деле, если бы этого голоса не было, у тебя бы все быстрее и лучше в твоей жизни складывалось, чем складывается сейчас. Просто не то, что там человек тебе мешает жить или еще что-то. Просто он говорит вот что-то свое, а ты вот сейчас вот поддаешься, и это немножко не то. И твоя тут бабуля, она-то, знаешь, говорит, если б я могла, я б тебе бы помогла. Да? То есть она как-то хочет подвести к тому, что вот если ты пойдешь своим путем, да, не то, что там где-то будешь спорить и все остальное, но просто будешь вот то, что ты любишь заниматься, то, что ты делаешь, да, и ты не будешь это бросать, то ты так вот побогатеешь. Она видит тебя, знаешь, такой богачкой, и она хочет, чтобы ты богатая была, она хочет, чтобы ты при денежке была, понимаешь? Для нее это так важно. Если бы она была жива, она говорит, я бы тебе помогала, Любочка.
Вот, я говорю Любочка, потому что, знаешь, какое-то нежное слово такое идет от нее. Я бы даже сказала, миллион нежных слов по отношению к тебе идет. Вот такая вот любовь красивая, да, реально красивая вот любовь, которую человек не растратил, да, и оно даже считывается здесь. Ну все, мои дорогие, там 21-й старший аркан выпал, это говорит конец связи, то есть она ну, улетает, дальше улетает. И я ее не притягиваю, потому что это ее право, да, ну, я не могу больше от нее, как говорится, хотеть. Вот такой вот второй вариант. Третья карта, давайте посмотрим. Совет с того света от покойной бабушки. Памятник у нее хороший, красивый, такой добротный, который очень долго простоит. Типа другие не простоят столько, сколько мой простоит. Но место у меня не очень хорошее. Мне не нравится то место, в котором я живу. Я его не выбирала. На эту дорожку я не хотела. Ей не понравилось, как ее хоронили, как ее везли. Короче, ей не понравилось, как ее вот хоронили. Не понравилось ей. Хорошо. А что какой ты совет дашь? Типа, она говорит, она всех простила и всех отпустила. Она такая, знаешь, очень сильная духом была. Одни старшие арканы тут ее показывают. 6-й, 19-й, 20-й. Она говорит, когда я умерла, потом тем, что у меня осталось, я жизнь кому-то спасла. Я знала, что моя жизнь продолжится и после физической смерти, потому что она у вас силой какой-то была, с ведьмовской. И дело в том, что после ее кончины все-таки, да, какое-то время оно срабатывало в плане том, что она кого-то спасла, вытолкнула. Она сама на тот свет пошла, вот, а кого-то вытолкнула и никому-то не дала помереть. И она очень сильная была. Это ведьма, девочки, здесь выпала все-таки. Что-то такое, знаешь, старое у нее в руках. Какая-то странная вещь, которая может быть у тебя от нее, а у нее от кого-то еще. Что-то тут такая какая-то вещь, ну, которая сейчас существует. Говорит, тебе не дали то, что должны были. Тебя как обидели, а ты об этом не знала. А тебя обидел либо ее сын, либо какой-то мужчина все-таки, да? По наследству как-то тебе не пошло то, что она хотела. 21-й старший аркан выпал, она не хочет дальше говорить. Улетела, девочки, она. Улетела. Но она, знаете, такая вот, хорошо, давай я тебя опять позову. Давай я тебя позову опять. А скажи еще, на тебя смотрит продолжение рода твоего, твой потомок смотрит на тебя. А живая, а ты же ведьма, то, может, ты ей дашь совет какой, как ей жить дальше, что ей делать? Говорит, носи красивые вещи. Ты ж знаешь, что я носила, так и сама носи красивые вещи. 2 карты выпали. Не жалей мужчину, который помер, короче, не жалей какого-то мужика, который как-то с ней связан. Либо это отец, да, ну, короче, либо, ну, кто-то вот из вашего именно рода, который связан с этой твоей бабушкой-прабабушкой. Его не жалей, она его очень не любила, гадости про него сейчас чуть ли не говорит. Потому что отняли у тебя то, что должно было тебе перейти. Опять улетела.
В общем, она злая на какого-то мужчину. Либо он очень сильно пил, либо какой вот больной какой-то очень сильно был, да, или который все, что она вот хотела дальше, чтобы пошло своим потомкам, да, мужик прогулял, пропил, про этого, она так злится на какого-то мужика, вообще там чуть ли не предатель какой-то, да, а тебе, знаешь, она так красиво одета, на ней много всего такого интересного, да, ну такая вообще очень со вкусом каким-то, как-то красиво очень, понимаешь? И еще такое вот ведьмовство тут идет у нее. Но вот сейчас, вот кроме этого, ничего не передает, быстро как-то уходит она. Она просто очень быстро сейчас уходит. Невозможно так ее больше словить. Но, наверное, из-за, знаешь чего? Из-за вот этой какой-то обиды. Но оно считается как прощенное, да? Но все равно почему-то вот эта обида считывается. Ну, ладно, это, в принципе, не так уж прям какое-то важное послание, да? Но она приходила. И на ней что-то, вот как звенит что-то на ней. Знаешь, как какие-то браслеты звенят. Или там, ну, короче, что-то такое. Какие-то металлы на ней, что-то такое это звенящее. Шуршащая, звенящая. Она такая, знаешь, красотка. Красоточка. Хорошо, ну подождите, я еще позову ее. Но ты все равно приди. Ты мне совет дай, как ей жить. Ты ж умница. Колесница. Говорит, у тебя новое жилье какое-то будет. Куда-то поедешь еще, новое жилье какое-то у тебя будет. Она говорит, я в это жилье уже не войду. У тебя какое-то новое жилье будет, в которое в которое она за тобой туда не пойдет. Ну вот интересно. Может, это территориально как-то в другую, ну, в какую-то, может быть, я вам скажу одну вещь, да, вот вы примерно представьте, где, например, та женщина похоронена, которую вы здесь загадывали по отношению так, как вы сейчас сидите, да, и это в противоположную сторону вы куда-то поедете. То есть вот, например, если вы сейчас территориально примерно ориентируетесь, там, юг, северо-запад и все остальное, ну, примерно, да, то вы как в противоположную сторону, ваше новое жилье будет, а она туда не пойдет, говорит. Ну и все, девочки, тут такой вот расклад. Ну, знаете, интересная личность пришла. Это прям, как, знаете, что-то такое вот, как цыганка, оперная певица. Это вот такая вот, знаете, ну, красивая личность здесь идет, да. Что-то такое аристократическое. Ну, вот она какая-то такая важная пава, понимаете, здесь пришла. Но она вас никуда не зовет. Но, знаете, и каких-то советов вот таких прям конкретных не дает. Нету ничего здесь такого. Но вот интересно просто на нее было посмотреть. Я даже вижу, у нее платье бархатное, девочки. Она, наверное, там в этом бархатном платье. Вот такие дела, мои девочки дорогие. И давайте посмотрим четвертый вариант. Совет с того света от покойной бабушки. Или прабабушки. Императрица выпала. Полная женщина. Она была полная женщина. Выпала она. Умерла раньше своего срока, а пожила бы еще. Хотела пожить, умерла от болезней по-женски. То ли это, знаете, ну что-то по-женски у нее было. Потому и умерла. Тяготилась она мужем своим.
Муж раньше у нее умер. Наследства практически не осталось. Маленькое какое-то, либо вообще не было этого наследства. Она и не думала, что вам надо будет что-то оставлять. Но вот то, что вот она вам не передала, вам все равно пришло это. Вам реально идет наследство другое. А кто это поделил? Знаете, в чем такой момент один идет, да? Тут какое вам, что вам тут передает ваша покойница? Она передает, говорит, что от меня тебе-то особо и ничего не осталось. Но то, что от меня должно было остаться, оно тебе все равно уже пришло. Пришло тебе то, что должно было быть в таком эквиваленте, скажем так, да, в эквиваленте то, что от бабушки должно было быть, оно к тебе уже пришло. Но выпало такое двойка мечей, девятка кубков, да, это говорит, что у тебя еще, а родственники-то у тебя не совсем честные по отношению к тебе, не совсем честные по отношению к тебе. Каждый в свою сторону тянет. Тебя обделяют, детка, говорит. Тебя, деточка, обделяют. И обделят. Она говорит, ты не надейся на какое-то наследство, которое дальше останется где-то от кого-то тебе. Но все у тебя все равно будет. Все равно будет у тебя. И все равно тебе по роду, то, что тебе по роду предназначено, оно все равно всякими путями к тебе дойдет. Даже то, что тебе по наследству не отпишут, и как-то все поделят, растянут, и не будет. Но ты типа не переживай по этому поводу, потому что, говорит, дочечка, она как-то, почему-то она вас как дочкой называет. Что, вы знаете, странновато, да? Все равно тебе все это будет. Ты не будешь там, где мы. Говорит, ты не будешь на том же кладбище, там, где мы, там, где я, ты не будешь. Там, где мы тоже, ты не будешь. У тебя впереди еще дорога. Дорога и с деньгами, и с мужчиной куда-то идет. Далеко. И ты сама будешь еще какое-то свое наследство правильно подели после себя, то, что будешь иметь. И тебе надо вот свое завещание того, что у тебя будет, написать пораньше, чтобы его не раздербанили опять, говорит. И говорит, в Бога верь, в высшие силы верь, они есть. Почему она так говорит? И они тебе это и дадут, говорит. Короче, девочки, тут знаете, что... Тут она уделяет очень много внимания какому-то наследству. Одному, второму наследству, третьему. И говорит, ты когда у тебя появится, что ты имеешь, да, ты обязательно сама по своей воле перепиши на того, на кого ты хочешь. Потому что, чтобы так же не делили, как у нас делили, говорит. И говорит, что ты не будешь на том же кладбище лежать, где они лежат. Ну, что-то она тебя как-то, знаешь, она с собственного опыта именно вот там вот, да, говорит. Она как с могилы говорит сейчас. Она говорит с могилы. Это вот именно, знаешь, вот как я чувствую, это именно такой вот не поднявшаяся, да, не поднявшаяся с могилы говорит. Обычно вот у кого-то дух рядом, у кого-то вот про будущее говорит, да, у кого-то это ведьмовское что-то, да, а у тебя вот она со своей точки зрения, вот того, что ей запомнилось, да, то, что она и говорит. Вот и все. Но самое главное, что тут запомните, девочки, да, что не надейтесь на какую-то справедливость по поводу, например, каких-то наследств.
да, в свою сторону она говорит. Не надейтесь. Надейся именно только на себя и как ты поделишь. Вот это самое главное. Не шепчешь из тишины, все пройдет и все хорошо.